Возможно ли, чтобы событие существовало в истории никогда не происходило? Есть ли у нас воспоминания о событиях, переживаниях, ситуациях, которые никогда не были реальностью, но мы верим, что они были? Событие, произошедшее в 1980-х годах, заставило тысячи людей задуматься о том, насколько достоверны их воспоминания, когда они поняли, что человек, которого они похоронили, спустя годы стал одним из самых почитаемых президентов Южной Африки Нельсоном Манделой. Эта ложная память является первым описанным случаем так называемого эффекта Манделы, когда большая группа людей верит воспоминаниям о событии, которого никогда не было. Но что за этим стоит? Когнитивные ошибки или параллельные вселенные, в которых реализуется каждый потенциал. Описаны многочисленные случаи коллективной ложной памяти заставляют нас задаться вопросом, в скольких реальностях мы существуем на самом деле. Добро пожаловать в новый эпизод программы «Скрытая реальность». Очень приятно. Спасибо, поздравляю. Открытие эффекта Манделы началось с писательницы и исследователя паранормальных явлений Фионы Брум в 2009 году. На своем сайте она открыла дискуссию о воспоминаниях о смерти Нельсона Манделы в тюрьме в 80-х годах. Вскоре после ее заявления к ней присоединились другие люди с такими же воспоминаниями, некоторые из них даже вспомнили, что новость о его смерти была передана по телевидению, а другие вспомнили речь его убитой горем вдовы. Нельсон Мандела действительно умер в декабре 2013 года, не только выйдя из тюрьмы, но и став президентом ЮАР в период с 1924 по 1999. Это привело к шокирующему открытию, что большая группа людей может помнить одно и то же событие в таких подробностях, хотя на самом деле оно никогда не происходило. Чуть позже этот феномен приобрел популярность под названием «Эффект Манделы». Сегодня мы находим, так сказать, этот мини-сериал с несколькими эффектами, первый из которых мы решили рассмотреть более подробно и под несколько ином ракурсе, который, смею предположить, до сих пор не рассматривался, по крайней мере, в Болгарии. Мы начнем с эффекта Манделы, и это не случайно, потому что этот эффект вызывает наш образ мышления и доказывает на практике, что мы помним разные вещи. У нас разные воспоминания. И это увязывается с концепцией, что у каждого из нас свое прошлое. Пока что мы разогрелись, или мы можем продолжать прыгать? Что ж, приятно в это ввязаться. Я хочу сказать, что вы видите только ту часть меня, которая участвует в шоу, обогащенную очень большим количеством информации, в которой представлены тезисы. Но в другой части моей повседневной жизни я тоже отвлекаюсь. И когда вы смотрите такое шоу прямо сейчас, я уверен, что если вы не были в сериале, а это уже не третье, четвертое, пятое подобное шоу, всем нужна какая-то разминка. Все внезапно бросаются во что-то, что совершенно противоречивое или сильно отличающееся от того, что они делали раньше. И это то, над чем мы иногда шутим. И это не только шутка, но и правда, потому что нам нужно разогреть мышцы мозга, начать думать, начать шутить. И теперь постепенно мы должны идти глубже, чтобы найти и заново открыть новые слои себя.
Этот феномен стремительно набирает популярность в интернете, где люди из разных уголков мира начинают делиться своими похожими переживаниями по поводу тех или иных событий и фактов. Помимо исторических событий, эффект Манделы проявляется и во многих других видах памяти, например, в кино, цветах. В качестве примера можно привести подсказки из фильмов, цвета, формы популярных символов и даже местоположение целых стран, которые не соответствуют документальным свидетельствам. Например, многие люди помнят, что человек из набора игры «Монополия» носит монокль, а на логотипе Fruit of the Loom изображен камень изобилия, хотя ни один из этих элементов в реальности не существует. Многочисленные реплики из всемирно известных фильмов, таких как «Звездные войны», также запоминаются фанатами в некотором роде, так как они не встречаются ни в одном из фильмов серии. Один из таких примеров, там знаменитая фраза «Смотри, я твой отец», которая вдохновила на создание подобных дизайнов и которую помнят во всем мире. Однако на самом деле правда заключается в следующем. I am your father. В качестве примера можно привести воспоминания почти целого поколения о фильме под названием «Шазам», рассказывающем о мальчике, чей подарок вместе с хлопьями для завтрака оказывается инопланетянином с паранормальными способностями. Главным героем этой 40-минутной постановки является Патрик Уэйн из сериала «Голубая летучая мышь», а особенность фильма в том, что несмотря на коллективную память, такого никогда не существовало. Тайна, окружающая эффект Манделы, естественно, волнует психологов, которые изучают, как работает память и как коллективное восприятие может так сильно расходиться с реальностью. Или, по крайней мере, то, что преподносится как реальность. Однако даже для самых больших энтузиастов где-то внутри остаются большие сомнения, что это такое, почему это происходит. Все эти вопросы заставляют нас двигаться вперед как цивилизация, и чем больше мы их задаем, и чем чаще мы ими задаемся, тем больше шансов, что мы достигнем все более и более глубоких ответов. Поэтому не останавливайтесь, чтобы задавать одни и те же вопросы. Да, именно так. Я прав? Слышу, одни и те же вопросы задаются в разные моменты, приводят к разному пониманию, к разным осознаниям того, что мы можем сделать, каковы наши способности, но, что еще важнее, какой отпечаток мы можем оставить на тех, кто придет после нас. В 2022 году ученые-психологи из Чикагского университета провели исследование и обнаружили, что некоторые проявления этого эффекта можно объяснить с помощью теории схем памяти. Это означает, что люди часто неправильно запоминают детали, когда детали соответствуют их ожиданиям от образа. Например, забыть, что персонаж Мистер Монополия из знаменитой игры «Монополия» носит монокль, может быть связано с тем, что эта линза кажется очень точным и подходящим аксессуаром для этого персонажа. Оказывается, он никогда не носил такой вещи. Что касается других изображений, то возможные объяснения сводятся к тому, что неправильные версии картинок могут запоминаться лучше, чем правильные. Однако исследователи пришли к выводу, что эффект Манделы, если говорить о визуальном восприятии, не может быть полностью объяснен. Или мы так думаем? Другие психологи указывают на ложные воспоминания и другие когнитивные ошибки, например, так называемую конфабуляцию. Это склонность мозга заполнять пробелы в памяти путем неосознанного добавления ложной информации. Считается, что из-за этого группы людей могут вспоминать детали, которые, хотя и кажутся относящимися к ситуации, на самом деле являются ложными. Вот что говорит доктор Бенджамин Редфорд, ученый-исследователь, которого я цитирую дословно «вполне осознанно». Эффект Манделы – интересный пример того, что наш мозг больше ориентирован на истории, чем на правду.
Часто воспоминания, в истинности которых мы уверены, могут свидетельствовать об обратном. Обратного. Мы помним разные вещи. Подумайте об этой теме сегодня до конца дня. И понаблюдайте, резонирует ли она с вами. Не забывайте собираться с друзьями. Задайте себе тот же вопрос о каком-нибудь старом общем опыте, который у вас был. Задайте себе немного более подробный вопрос и посмотрите, в чем разница. Все помнят разные вещи. О том, что это такое, мы поговорим в другом эпизоде. А сейчас я просто дам вам подсказку по поводу фильтрации и различных вариантов, присвоенных значениях, и системы убеждений, которые каждый из нас выбирает, чтобы расположить в своей собственной схеме переживания Ошибочные цитаты из фильмов-блокбастеров, таких как «Звездные войны» и других, объясняются как массовое отступление, что является следствием многочисленных и нерегулируемых каналов информации, которые многократно распространяют один и тот же ложный тезис. Однако чем объяснить существование знакомых сюжетов фильмов, сериалов, документальных серий, известных большому количеству людей по всему миру, которые на самом деле никогда не появлялись на экране? Когнитивный диссонанс – популярное среди психологов объяснение, но и крайне неадекватное для объяснения множества случаев и слишком синхронных воспоминаний такого большого количества людей. Может ли человеческий мозг воссоздать кадры событий, считая, что он их пережил? Или за пределами известной нереальности существует множество вероятностей и миров, которые мы пережили их или иным образом, хотя неосознанно? Хотя ученые предполагают, что эффект Манделы – это продукт ложной памяти, Фиона Брум, первооткрывательница этого феномена, считает, что это явление нечто большее, чем когнитивная ошибка. Доказательство существования параллельных вселенных. Идея мультивселенной возникла еще в античности, в VI веке до нашей эры. Христа древнегреческим философом Анаксимандром. Он считал, что помимо нашего мира существует множество похожих миров. Существует множество миров и множество вселенных, существующих одновременно. Все они тленны. Чуть позже, в XVII веке, эту теорию дополнил математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, который описал эти возможные реальности как различные способы существования Вселенной. Эта научная концепция обогащалась и расширялась на протяжении веков и сейчас является частью нашего понимания квантовой физики, которая утверждает, что наша Вселенная – лишь одна из бесчисленных вселенных, существующих одновременно. В основе этого понимания лежит концепция пресловутой суперпозиции, а именно, что частицы могут существовать одновременно в нескольких местах, пока их не заметят или не выберут. Почему выбраны? Потому что когда мы делаем выбор, мы оказываемся в фокусе, мы делаем выбор в одной конкретной линии, в одной конкретной реальности. И наш мозг, поскольку он не может принять так много информации, все остальное, все остальные куски торта исчезают, а в более глубоких случаях их и вовсе не было, и мы просто отрезали себе тройной кусок шоколада с ванилью сверху или кремом, в зависимости от того, что вы предпочитаете, чтобы мы могли исследовать его, ощутить его, попробовать его на вкус. А затем переходим к следующему. Это не значит, что целые ряды тортов не существуют и не ждут своего выбор, чтобы быть, съесть и попробовать. Нашему мозгу все еще легче справляться и исследовать реальность. Смело сказать, что со временем все будет иначе, но это зависит от нас, и вполне возможно, что другие расы делают это и существуют таким образом, и это так называемое многомерное существование, чтобы быть с ясностью осознавать, что вокруг нас существует не одна,
а множество реальностей и перетекать из одной в другую с ясным осознанием и пониманием того, что будет происходить одновременно в каждой из них, делая при этом целенаправленный выбор того, что мы хотим испытать в каждой из них. Вселенные могут варьироваться от незначительно отличающихся от нашей до радикально отличающихся. Поэтому в каждой из них действуют свои правила и законы природы. Например, в одной вселенной гравитация может быть слабее или сильнее, или время может течь по-другому, и, скорее всего, так и есть. Конечно, в связи с этим возникает вопрос о нашем месте в такой параллельной реальности, где такие события, как создание фильма с интересным сюжетом, могли произойти и, скорее всего, произошло, а в нашей реальности это осталось лишь воспоминанием или идеей, или однажды мы сидим и говорим: а что было бы, если бы 10 лет назад я сел на тот самолет или не сказал: да пошла эта девушка, или я бы жил дальше, или уехал бы в другую страну. Это те самые вопросы «что если?», на самом деле это другая временная шкала, которая полностью развивается в своем потенциале. У нее есть начало, есть окружение, у нее есть конец, назовем его физически земным, и именно там происходят события, и мы можем в любой момент выбрать и повернуть все на 180 градусов. Сегодня мы выбираем, мы поворачиваем, вот мы стреляем, разговариваем с вами довольно приятно, здесь никого нет, я один, это все замечательно прямо сейчас. Я щелкаю пальцами, становлюсь строителем, еду в деревню и начинаю заливать бетон, делать опалубку и так далее. И это, возможно, именно потому, что мы — это все, мы — это весь потенциал, и мы можем работать с таким количеством персонала и информации. Если бы это было не так, мы бы не смогли выбирать. А, как я люблю говорить, не существует избранных, когда выбираешь ты. И, как дополнение к этому, еще одна тема для разговора: что должно быть, если вы сами выбираете, что должно быть? Эффект Манделы с его многочисленными примерами может быть полностью объяснен в рамках понимания параллельных вселенных. Если предположить, что мы каким-то образом имеем доступ к воспоминаниям, схожим с нашей реальностью, это может объяснить яркие и подробные воспоминания о событиях или фактах, которые противоречат нашей задокументированной истории. Другая гипотеза включает в себя идею слияния вселенных, когда две или более параллельных вселенных сливаются или обмениваются информацией, что приводит к смешению или путанице воспоминаний среди населения. Это может объяснить, почему большие группы людей помнят названия или образы исторических событий иначе, чем их задокументированные или записанные версии в истории. И эффект Манделы не ограничивается событиями, о которых сообщают СМИ, наоборот. Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с другим человеком в инциденте, который каждый из вас впоследствии рассказывал об этом по-разному? Часто это приводит к большим и глубоким спорам о том, кто прав. Но правда в том, что правы оба. Почему физика говорит? Потому что они создали новые параллельные миры. В этом корень объяснения Башаром эффекта Манделы. Он объясняет, что когда мы создаем новое настоящее, новую версию себя, или начинаем делать новый выбор, в этот момент мы также должны создать прошлое, которое логично, чтобы настоящее было его следствием. Поэтому какую бы историю мы ни вспомнили, она может радикально отличаться от того, что даже мы сами считали истиной. Таким образом, версии, казалось бы, одного и того же события на самом деле могут быть совершенно разными историями, поскольку природа этого явления заключается в перемещении в разные временные линии, в которых происходят разные вещи. Его теорию поддерживает американский физик Хью Эверетт. Хотя о параллельных вселенных говорили еще до современной эпохи, Эверетт был первым физиком, который дал значительное теоретическое обоснование этой теории в Ареме. По его словам,
все возможные результаты квантовых измерений реализуются на 100% где-то там, в какой-то другой реальности или вселенной. Невозможно не развивать эту линию, по его словам. Если она будет... И мысли будут направлены на это, и действия будут предприняты в направлении этой возможной вероятности, рано или поздно она проявится, потому что она выбрана, и невозможно не... И если вакуум хранит всю информацию обо всем, что есть, обо всем, что было, обо всем, что есть сейчас, и обо всем, что будет, тогда есть ли что-нибудь, что не предназначено для нас? Если мы примем теорию о том, что наша Вселенная – лишь часть гораздо большего потенциально бесконечного пространства, это будет означать, что предположительно произошло бесконечно много больших взрывов, что привело к появлению различных форм жизни. Возможно, в какой-то параллельной Вселенной до сих пор существуют динозавры, в то время как в другой астероид, возможно, уже уничтожил планету Земля. Во многих из этих параллельных реальностей мы с вами очень разные люди, очень разные сущности, очень разные существа, которые переживают жизнь и испытывают существование радикально разными способами, но при этом уникальные и индивидуальные для себя. В одном и том же жизнь Нельсона Манделы в другой параллельной реальности могла закончиться, когда он еще находился в тюрьме. И в конце концов, неважно гадать, постоянно пытаться спровоцировать или сговориться с тем, что если, не важнее думать о том и дать себе эту перспективу, даже если это что-то новое для меня. Чему я могу научиться больше всего из этой идеи, если все происходит одновременно и одновременно разворачивается множество параллельных реальностей, в которых я существую в этой версии себя и в этой версии себя, и в этой версии себя, и в этой версии себя, что бы я хотел испытать прямо сейчас? Кем бы я хотел быть? Я думаю, что это самый важный вопрос, который каждый из нас должен задать себе. Не только для себя, но и для того, чтобы мы могли быть на высоте. Выгода для всех остальных. Таким же образом существуют вселенные, которые законы физики, которые, как мы знаем, не существуют или сильно искажены. Возможно, гравитация намного слабее или скорость света более ограниченная. Все эти гипотезы вдохновляли и продолжают вдохновлять многочисленных авторов, о которых мы можем и не подозревать, что их идеи – это именно бессознательные воспоминания об одном из множества существующих параллельных миров. Все это может показаться фантазией, но на самом деле это часть концепции правил квантовой физики, в которой частицы тесно связаны друг с другом и могут существовать в нескольких местах в одно и то же время. Для этой теории эффект Манделы служит напоминанием о том, что нет никаких других воспоминаний, просто мы находимся в другой временной шкале, Поэтому, когда вы смотрите это видео или разговариваете со своими близкими, вы создаете множество параллельных реальностей, которые сливаются с другими в бесконечности. Таким образом, в любой параллельной реальности, близкой к нашей, события, по всей вероятности, отличаются. Могут отличаться настолько же, но отличаются, потому что нет двух одинаковых элементов во Вселенной, нет двух одинаковых событий во Вселенной. Всегда различаются. И поэтому в медитации, когда вы делаете регрессию, многие из вас уже делали регрессии, учитесь и делайте регрессии друг с другом, собирайтесь вместе с людьми, с друзьями и проверьте это сами. Однажды, когда вы вернете человека в 14 век, будет сказано: Джон, в следующий раз, даже если вам удастся вернуть его туда снова, с Джоном все будет происходить совершенно по-другому. Или его жена будет другой, или у него не будут дети, или он умрет по-другому, если вы доберетесь до... Или выбор, который он сделал, будет другим для его профессии, и все эти другие вероятности, кто-то, например, спрашивает, но... Так до каких пор? Но по этой логике все бесконечно, так что это... В этом и заключается красота самой жизни и бесконечности. И мы в наших попытках вернуться назад, мы понимаем, что
Того назад, к чему мы стремимся, больше нет. В наших попытках идти вперед мы понимаем, что то вперед, к чему мы стремимся, его еще нет. И у нас остается только сейчас ценить этот момент, погрузиться в него и лелеять его, чтобы помнить о силе настоящего. Сознательное слияние реальностей или космические синхронизмы, при которых различные временные и пространственные измерения могут сливаться или взаимодействовать таким образом, который мы еще не до конца понимаем. Могут возникать воспоминания, которые кажутся чрезвычайно реальными и подробными для тех, кто их переживает. Но они нереальны в нашем настоящем измерении или в нашем настоящем выбор параллельной реальности. То есть что-то может быть совсем нереальным для нас, а может и не быть. Но это не значит, что его уже нет где-то там. И если мы не встанем на путь, ведущий к нему, он тоже не станет для нас реальностью. Так что нужно просто решить, чего мы хотим. Все? Доступно. Еще одна теория, набирающая широкую популярность, находит место в объяснении эффекта Манделы. Симуляция? Согласно этой теории, Вселенная и человеческое сознание являются частью продвинутой симуляции, а случаи эффекта Манделы объясняются как ошибки или обновления в симуляции, аналогичные ошибкам в программном обеспечении или изменениям в виртуальной среде. Один из похожих эффектов, о котором мы уже много раз говорили, это феномен дежавю, при котором мы чувствуем, что то, что происходит с нами в данный момент, уже происходило где-то в прошлом. На самом деле мы чувствуем, что это происходит впервые, но где-то внутри вашего мозга кто-то говорит: «Но нет, это уже происходило со мной, старая мама». Вот так. Мозг, физический разум тоже впадает в парадокс, впадает в коллапс из-за огромного количества энергии и информации. И этого переплетения различных кадров из разных параллельных реальностей. Если вы помните фильм «Матрица», это явление называется глюком в системе матрицы Бака. Теория симуляции утверждает, что нашим восприятием реальности можно манипулировать или изменять с помощью внешних источников, которые управляют программой, в которой мы находимся. Изменения могут происходить случайно или в рамках целенаправленного обновления программного обеспечения симуляции, что приводит к коллективным воспоминаниям, которые не соответствуют задокументированной истории или установленным фактам. Это понимание заложено во многих объяснениях в книге «Эффект Манделы», а писатель Резван Вирк идет еще дальше, объединив теорию симуляции с теорией мультивселенной. В своей книге «Гипотеза симуляции» он описывает, как технологии, особенно квантовые компьютеры и искусственный интеллект, могут моделировать сложные вселенные, которые по сложности имитируют или даже превосходят нашу реальность. Автор утверждает, что если симуляция будет достаточно развита, существа, живущие в ней, могут даже не осознавать, что их мир был создан кем-то другим. Что касается эффекта Манделы, то Вирк считает, что это не только доказательство существования мультивселенной, но и ошибки и погрешности в симуляции. Кто и с какой целью, однако, создает этот иллюзорный мир? Что если, как говорит персонаж из фильма «Интерстеллар» Матео Макконаки, это мы сами. Нас привели сюда не для того, чтобы мы изменили прошлое. Они вообще не вели нас. Мы пришли одни. Нет недостатка в теориях, пересказывающих сюжет фильма «Матрица», в котором машины создают виртуальную реальность в попытке выжить, чтобы наши тела могли вырабатывать электричество. Объяснение Башара Овачи гораздо проще и не связано с компьютерной игрой «Планета Земля». По его словам, за этой так называемой симуляцией
стоим мы сами. Каждый из нас создает и присутствует в своей собственной симуляции, а вместе мы создаем и переживаем коллективную. В каком-то смысле это наше существование. По его словам, если мы ведем себя прилично, можно назвать симуляцией, потому что мир, который мы создаем, ментален. И все же Гермес сказал это около 27 тысяч лет назад. Целое — это разум, мир ментален, целое — все ментально, все когитально. Помните, что физическая реальность — это проекция вашего сознания. Так что симуляция — да, но не та, что навязана вам. Кроме той, которую вы индивидуально и коллективно создаете сами, чтобы позволить вам испытать идею о вас через концепцию физической реальности. Это ваша проекция, это ваша симуляция. Живем ли мы в симуляции или действительно присутствуем в физической реальности? Является ли эффект Манделы когнитивной ошибкой или бессознательным слиянием с другой вселенной, которую мы пока не можем объяснить? Кто-то скажет, что все это лишь теории. Только вот 20 век давно прошел. Теория от когерентности доказывает. И уже более 15 лет доказывает, что каждый акт мышления, каждый выбор не только изменяет и может изменить окружающую нас реальность, но и создает совершенно новые рамки, совершенно новые миры. Связав это с концепцией параллельных реальностей, мы можем посмотреть на то, как каждая отдельная мысль потенциально может открыть дверь в другой мир, где эта мысль материализовалась другим способом. А с помощью медитации мы даже можем подключиться к пространству, чтобы видеть и получать информацию, как развивается эта концепция и этот выбор, и сделать вывод, помогая себе и ориентируясь конкретное решение в данный момент. Блестяще. Когативность дает нам четкое представление о том, как наши мысли не только формируют наше восприятие окружающего мира, но и буквально создают реальность, где разворачиваются альтернативные возможности существования. Таким образом, каждая мысль или решение приводит к разветвлению в космос, где новый мир. Это представляет собой интригующую перспективу, которая должна заставить нас задуматься. Если мы можем контролировать свои мысли, тогда мы сможем влиять и воссоздать и перестроить всю нашу физическую реальность. В этом контексте научные исследования и технологические разработки могут продвинуться к пониманию и применению когерентности, если они готовы получить шанс на нечто большее. Вещи уже открыты, уже доказано, уже связаны. Дело не в том, что ничего не обнаружено, а в том, что мы не знаем, где искать. Утверждает Тека и делает еще один резкий поворот к глубинам бытия, а именно задает вопросы о моральных последствиях создания новых реальностей. Что значит быть ответственным за целые миры, созданные вашими мыслями? Эти вопросы заставляют нас переосмыслить нашу ответственность за свое мышление и наше влияние на всю Вселенную. И если мы вспомним, что говорится в древней Апани-Шари, когда вы отрываете кусок дерева, вся Вселенная содрогается, когда распускается цветок, вся Вселенная ликует. Вернемся к вопросу, поставленному в самом начале: в скольких реальностях мы существуем? Бесконечно много. И каждая реальность существует благодаря нашему уникальному выбору в каждый отдельный момент самого существования. Этот момент — это вечность, это мгновение. Простирается на нас самих, индивидуальное и уникальное.
время, пространство, которое позволяет нам испытать жизнь такой, как мы решили. Получить прекрасное взаимодействие между нами и всем, что нас окружает. Между тем, что внутри нас, и всем тем, что, казалось бы, находится вне нас. Но помните, даже если вы часто разделяете на внешнее и внутри, вверху и внизу, горячее и холодное, правильное и неправильное, хорошее и плохое, все это ум. Мир — это ум. Спасибо за то, что ты снова выбрал такое совместное приключение. Для меня это большое удовольствие. Продолжайте предложения, что вы хотите, чтобы мы рассмотрели в следующих сериях, и оставайтесь на связи. Следующий эффект на следующей неделе. До тех пор будьте в курсе, делайте осознанный выбор и смело двигайтесь вперед. Или, как говорится в «Звездных войнах», пусть сила будет за вас до 1 минуты. Эффект Махариши – это относительно новое явление, корни которого уходят к древним ведическим философам, жившим за 2000 лет до нашей эры. Веды известны на протяжении всей истории как одни из основоположников медитации, предшествующие цивилизации инков, которые, как считается, были одними из первых на нашей планете, одной из первых заселивших нашу планету и от которой сохранились первые свидетельства присутствия медитации как части жизни – древних. На протяжении тысячелетий человеческой истории эта техника модифицировалась и обогащалась разными народами, однако нигде в истории нет упоминания об эффекте коллективной медитации. Первым о ней заговорил индийский гуру Махариши Махеш Йоги, который ввел понятие трансцендентальной медитации и считается основателем этой техники. Трансцендентальная медитация – это, как правило, простая техника, которая практикуется в течение 15-20 минут. Ее полезно выполнять 2 раза в день, 1 раз утром и 1 раз вечером, удобно сидя с закрытыми глазами. Это не имеет значения? Я знаю, вы часто спрашиваете об этом, но неважно, лежать ли мне, сидеть ли, встать на колени, преклонить колени, как вам удобно. Преимущества, о которых говорят люди, практикующие эту практику, огромны и включают в себя улучшение концентрации внимания, улучшение памяти, снижение стресса, беспокойства, повышение самосознания и все, что мы ощущаем как базовую частоту. Все эти вещи работают в медитации, успокаивают, дают внутреннее тепло, ощущение всего, что нас окружает и так далее. Но коллективный сдвиг сознания, соединение и ощущение связи со всеми остальными, здесь мы проникаем на глубину. Сдвиг реальности, путешествие между измерениями, связь с отдельными сущностями, контакты с другими расами и мирами, путешествия между галактиками, связь с Межгалактическим Союзом, связь с Вселенским Севером. Все это возможно. Изменение всего мышления человечества, сокращение убийств и преступности до минимума, уменьшение количества войн – это все абсолютно возможные вещи. Некоторые из них уже частично произошли, некоторые были доказаны, некоторые из них мы рассмотрим сегодня. Махариши Махеш Йоги делает это предположение не только как гуру, но и как физик с университетским образованием, проявляющий большой интерес к науке о сознании. Изначально в его экспериментах участвовала команда ученых, изучающих мозг, врачей и психологов, которые исследовали древние и современные открытия в области науки о сознании, а также влияние стресса и травм на мозг и нервную систему. По мере развития своих научных познаний Махариши решил пойти еще дальше и бросить вызов Калифорнийскому университету, Гарварда и других медицинских школ исследовать нейрофизиологические изменения во время и после практики трансцендентальной
медитации. С тех пор более 400 ученых провели исследования, которые продемонстрировали широкие преимущества техники ТМ в улучшении мозговой и когнитивной деятельности, сердечно-сосудистого здоровья и эмоционального благополучия. Эти исследования были опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, в том числе в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Internal. Его гипотеза заключалась в том, что если определенное количество людей в определенное время посвятят себя какой-то идее и будут практиковать трансцендентальную медитацию, это улучшит качество жизни всех людей, которые находятся в этой ограниченной среде, в этой области, пробуждает чрезвычайно большой интерес. Вскоре после обнаружения этого эффекта и как... Прежде чем я расскажу вам, я хочу поделиться с вами очень интересной и волнующей для меня новостью. Мы с моей командой решили поступить по-другому в интересах истины, и мы создали новый канал, который назвали Чока. Моменты, запертые во времени, именно с этой идеей. Я очень счастлива и благодарна, что спустя столько времени, с тех пор, как «Скрытая реальность» и другие шоу были выпущены, оно остается во времени, и вы все еще смотрите то, что было 2 года назад, 3 года назад, 5 лет назад. С тем же интересом, и я рад, что эти темы продолжают вызывать еще больший интерес в наши дни. Это еще одно свидетельство того, о глобальных изменениях в каждом из нас. И именно по этой причине мы решили создать канал, на котором мы можем посвятить и сортировать те моменты, которые действительно вызывают наибольшее волнение, наибольший резонанс, и которые стоит смотреть снова и снова и снова, и, как я прекрасно знаю, и вы делитесь самыми разными вещами, и спасибо вам за то, что многие из вас завтракают вместе с нашими шоу, или пьют со мной кофе, что очень приятно, или ложатся спать. И для всех вас все эти высадки будут длиться не более 15 минут, так что вы прекрасно можете начать день или закончить его, или когда вам удобно по дороге и так далее. Так что мы сделаем все возможное, чтобы получить максимальную отдачу, и дважды в неделю вы также получите дополнительный контент, независимо от того, смотрели вы его или нет, но напоминание о том, кто мы есть на самом деле, куда мы идем и к чему стремиться. Смею сказать, никогда не бывает лишним, а в мире, столь стремительно меняющемся и окруженном технологиями, вспомнить древнюю пословицу или напомнить себе, что на самом деле значит быть человеком, я считаю, что далеко не лишним, должен становиться все более и более важным. Так что подписывайтесь, мы оставим ссылку ниже. В описании, в комментариях идите туда, люди, которые хотят стать частью этого канала. Вы будете первыми, сейчас там около 2 или 3 сотен человек, но они почти никогда не знают об этом канале, так что если вы хотите быть одним из первых, подписывайтесь и давайте формироваться там, давайте держать дерево растущим, дерево жизни. Одна из первых попыток была предпринята на территории Нью-Дели в ноябре. Группа практикующих трансцендентальную медитацию собралась на территории. Об эффекте исследования индейцы сообщили в апреле 1981 года, и это снижение преступности на 11% от среднего показателя, основанного на статистике прошлых лет. Детальный анализ индийских полицейских показывает, что за этот период не произошло никаких изменений в политике местных властей, не было никаких специальных стимулов против преступности или других методов профилактики, внедренных в ходе эксперимента. Почти в то же время, в 1979 году на Филиппинах другая группа из примерно 400 участников трансцендентальной медитации также провела эксперимент. Их практика оказала значительное положительное влияние на качество жизни, состоящее из общего количества преступлений, выкидышей и других смертей. Интересно, не правда ли? Через несколько лет в Метро Маниле или Метрополитен Маниле повторили свое исследование. В
1974 году группа из примерно 1500 учителей трансцендентальной медитации смогла снизить уровень преступности за пятимесячный период на 12,1%. Являются ли эти статистические данные, полученные в ходе экспериментов, случайным совпадением, или они уже... Мы обнаружили хорошо забытый старый новый способ борьбы с агрессией между людьми, с конфликтами в обществе, со стрессами, тревогами и беспокойством по поводу любых вещах, с повседневными бытовыми проблемами, о которых мы забываем на следующий день, но сегодня готовы поднять панику на соседа, супругу и заработать 2 копейки только потому, что они передвинули нашу ложку, зарядное устройство, пульт дистанционного управления. Они припарковали нашу машину не так, как мы. Они не починили свое кресло. Мы готовы. Мне кажется, что иногда с такой агрессией мы действительно уничтожаем кого-то. И только через час думаем, чтобы сказать: подожди минутку. Пока ничего особенного, я отпустил нервы. Да, медитация тоже помогает. И не одна. Англичане не на шутку заинтересовались эффектом Махариши и тоже решили провести эксперимент. Исследование, проведенное в Англии, показало, что группа из 2000 медитирующих людей, практикующих медитацию вместе в течение 2 месяцев, может привести к 60% снижению преступности в определенные периоды. В 1988 году была сформирована группа, практикующая программу трансцендентальной медитации, насчитывающая ровно 1% населения Мерсисайда. За 3,5 года было выявлено значительное снижение преступности на 16%. Практически это означает, что 16% – небольшое число. Однако это означает, что на 170 тысяч, цитирую, преступлений стало меньше по сравнению со статистикой прошлых лет. На 170 тысяч преступлений меньше. Прослеживая историю человечества, многочисленные конфликты, которые привели к массовому уничтожению целых народов, нельзя не задаться вопросом. Техника трансцендентальной медитации способна значительно снизить уровень преступности. Можем ли мы тогда остановить войны, чтобы они не унесли столько невинных жизней? На самом деле, оказывается, можем. И это было доказано в 80-х годах прошлого века, когда был проведен еще один эксперимент, как раз в разгар войны между Израилем и Ливаном. Результат оказался, мягко говоря, статистически значимым. В те дни, когда количество медитирующих было наибольшим, уровень конфликтов снижался на целых 80%. Сколько жизней это могло бы спасти? После проведения экспериментов был сделан еще один довольно масштабный вывод. У всех людей, оказавшихся в географической близости от такой медитирующей группы, произошли значительные изменения в физиологическом состоянии, такие как улучшение когнитивных функций, снижение уровня кортизола в плазме крови, также известного как гормон стресса, повышение уровня серотонина в крови, биохимические и нейрофизиологические изменения. На практике это означает, что их здоровье и эмоциональное состояние улучшилось во время эксперимента. Точка в точку. И что из этого следует? Вот так. Но были ли проведены другие эксперименты, которые еще глубже изучают этот эффект, и есть ли научное объяснение? Как так получается, что когда большое количество людей сосредотачивается на одной конкретной идее, поле действительно закручивается вокруг них, и реальность меняется? Помимо научно проведенных экспериментов, существуют науки, которые занимаются этими вопросами. Одна из них называется, известна нам как теория глобальности. Очень важный момент и достижение для всех нас, людей. Было сделано много важных выводов и дано много важные ответы на вопросы, которые мы только мечтали задать. Одним из самых страстных исследователей эффекта Махаричи и влияния техники групповой трансцендентальной медитации на общество является доктор Джон Хейгел. Общество является доктор Джон Хагелен, квантовый физик, который объясняет, как сознание работает на ядерном уровне.
Сам Хагелин принимал участие в исследованиях, связанных с положительным влиянием групповой медитации. Наиболее масштабное из них было задокументировано в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы не верим, не так ли? Как и пол нашего неверия. Там же статистика показывает, что каждый год в летний сезон уровень преступности возрастает. Это объясняется тем, что когда температура становится выше, люди остаются на улице дольше. Они более нервные и возбужденные по сравнению с другими временами года и чаще попадают в конфликтные ситуации. Такие тенденции наблюдаются каждый год, исключений пока нет. Пропажа. Большое количество практикующих медитацию в этом году. Изначально конкретное число было определено в 2500 человек, но к середине исследования их стало 4000. Именно тогда было зафиксировано самое значительное снижение преступности. Заранее намеченный конечный результат 20% снижение был превышен еще на 5%. Для того, чтобы исследование было абсолютно достоверным и четко сформулированным, ученый сотрудничал с местным полицейским департаментом, Фебере и 24 независимыми криминологами, социологами из крупнейших институтов, включая Мэрилендский университет, Техасский университет и университет Темпл. Все единодушно пришли к выводу, что результаты исследования поразительны. Основываясь на этом исследовании, Хагелин предсказывает множество других положительных результатов для сложных систем, таких как ураганы и рынки фанди. Он объясняет этот феномен принципом конструктивного вмешательства. То есть согласованное воздействие множества триггеров приводит к большему эффекту, к большему воздействию. Не случайно Винни-Пух напомнил мне и сказал, что чем больше, тем больше. Позвольте мне объяснить. Представьте, что несколько колонок играют одну и ту же музыку. Звуковые волны от каждого источника объединяются и создают большую волну. Мощность этой объединенной волны пропорциональна квадрату числа динамиков. То же самое можно сказать о любой группе людей с когерентными излучателями, например, антеннами или медитирующими людьми. Это объясняет, почему для получения большого эффекта достаточно квадратного корня из определенного процента населения. Большой эффект. Еще одно примечание. Квадратный корень из 8 миллиардов человек, то есть, допустим, сейчас население планеты сверху донизу составляет 80 тысяч человек. 80 тысяч человек вместе взятых изменить весь ход развития человеческой цивилизации. 80 тысяч человек. В Болгарии есть много городов с гораздо большим числом жителей. И действительно, нужно столько людей по всей планете, чтобы изменить ситуацию более радикально. Не будем говорить об этом, потому что все меняется каждый миг. Ну да, изменение, реальность на действительно более открытую, более доступным и более принимающим миром. Хагелин также обнаружил, что при перемещении ума в пространство без объектов, как во время медитации, он соединяется с полем чистого, неограниченного творческого потенциала, что положительно влияет на нашу жизнь, изменяя нас, нашу индивидуальную и коллективную реальность, соответственно. Эта его теория находит более широкое объяснение в теореме, которую мы уже не раз рассматривали в эпизодах этой серии. Это Джона Бео. В 1964 году физик Джон Стюарт Бео опубликовал математическое доказательство, которое подтвердило концепцию так называемого эфира или эфира, так же, как он подтвердил его существование. Согласно этой теореме, субатомные частицы связаны между собой способом, который выходит за рамки пространства и времени, так что то, что происходит с одной частицей, мгновенно влияет на все остальные. Вот вам и теорема Белла. Каждая частица, каждый элемент во Вселенной связан со всеми остальными. Это означает, что частицы связаны друг с другом мгновенными отношениями. Даже если теория относительности Эйнштейна утверждает, что ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света, теорема Белла утверждает обратное.
Она показывает, что взаимодействие между частицами может происходить быстрее скорости света, то есть быть сверхсветовым. Теория относительности также подтверждает существование эфира и его связь с медитацией. Очень важное дополнение, обратите на него внимание, пока мы еще находимся на этой волне. Сны, прогрессии, медитации и интуиция — это параллельные реальности за пределами тех, которые мы приняли и к которым привыкли. Это информация из квантовой смеси индивидуальной ДНК, которую мы готовы исследовать, если позволим себе это. Мозг — это трехмерный игрок, синхронизирующий квантованную ДНК. Он является приемником информации, преобразующим ее в электрические сигналы. ДНК — это единый синхронизированный разум выбора, жизненной энергии, автоматических правил и законов, дыхания, системы кровообращения, гравитации и так далее, частот окружающей реальности и результат того, как мы принимаем взаимодействие с этой реальностью. Хорошо известно, что благодаря своей электрохимической природе мозг создает электромагнитные поля. Электромагнитная сила лежит в основе практически всех явлений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Говоря научным языком, все силы взаимодействия между атомами можно свести к воздействию электромагнитной силы на электрические заряженные протоны и электроны, из которых они состоят. Говоря простым языком, мы можем взаимодействовать друг с другом и с окружающей средой, или, как выразился Никола Тесла, если вы хотите понять Вселенную, думайте в терминах энергии. Часто и вибрации. Если вся энергия вокруг нас, а мы вибрируем и настраиваемся на более высокие частоты, направленные на вибрацию любви, на вибрацию честности, на вибрацию поиска, открытия, подъема, принятия, исследования, тогда мы всегда движемся к эволюции. Всегда расширяем свои возможности, свой личный диапазон и всегда имеем возможность исследовать неизвестное. И мы это делаем, чтобы найти любовь, трубу и вдохновение в каждой маленькой детали, которые мы получаем, дается нам в нашем собственном уникальном виде. Об этом также говорят такие понятия, как эгрегор, ноосфера и ионосфера, не относящиеся к геофизическим явлениям. Для тех, кто не знаком, понятие ноосферы было введено русским ученым Владимиром Вернадским, согласно которому коллективное сознание и мысль образуют невидимый слой, который переворачивает Землю, который влияет на физическую и биологическую реальность. Ноосфера, согласно учению, объединяет все интеллектуальные и духовные усилия человечества, создавая единое поле знаний и сознания. Вернадский утверждает, что ноосфера — это следующий этап в эволюции планеты, где сознание и интеллект человека играют ключевую роль в преобразовании Земли. Ноосфера также рассматривается как слой земной атмосферы, содержащий высокую концентрацию ионов и свободных электронов, которые в контексте коллективного сознания представляют собой невидимые информационные поля, окутывающие Землю. Эти поля представляют собой глобальное сознание или вид телепатии между отдельными группами людей, чьи мысли и энергии могут соединяться и взаимодействовать на глобальном уровне. Эгрегор, как часть концепции древней философии, каббалы, а позднее юнговской психологии коллективного бессознательного, также по сути выражает коллективную энергетическую форму, созданную общими мыслями, состояниями, эмоциями и верованиями всех людей и элементов на планете Земля. Все эти учения и философии приводят нас к одному выводу. Наше сознание, наши мысли, наши эмоции, наши установки, наши убеждения формируются энергетически. Квантову, назовем это поле, которое влияет на материю, которое мы понимаем как реальную, твердую, как статическая текучесть. Настало время спросить об этом каждого из нас в отдельности,
с достаточной сосредоточенностью и вниманием, что такое эгрегор, какое коллективное поле мы создаем своими ежедневными мыслями, и что мы создаем в момент, во что мы верим, во что именно мы верим, каковы наши установки и как именно и из каких кирпичей мы строим свои собственные. Святые, подумайте хорошенько, о чем вы думаете в своей повседневной жизни. Я не знаю, делали ли вы упражнения, чтобы действительно задуматься о том, что вы думаете. Как бы то ни было, люди, я знаю, это нелегко. Я знаю, что мы все очень заняты, но остановитесь на мгновение. Остановитесь на мгновение. Остановитесь утром, когда вы встаете с постели и умываетесь. И подумай, какие мысли я хочу поставить перед собой сегодня, в этот день, что я хочу, чтобы со мной произошло, что бы я хотел, чтобы произошло, как я хочу быть настроен сегодня. Сядьте и подумайте об этом. Слышу ли я свои мысли, насколько я понимаю свои мысли? Если я и думаю одно, а говорю другое, или я и думаю одно, а говорю другое, и оно становится третьим, или я и думаю одно и говорю то же, и при этом делаю другое и делаю третье. Идет ли эта тройка единств так, как надо, или я где-то сбился с пути? Если я сам могу понять, где я сбился с пути, позвольте мне остановиться, чтобы увидеть, что это такое, как один из моих собственных хирург лично к моим мыслям, и очистить, исцелить эту ситуацию, чтобы я мог легче сосредоточиться и осознанно выбирать и решать за себя, какие мысли приходят в мой разум и в мой собственный сад, на какие из них обращать внимание и какие поливать, а какие, чтобы их. Ибо я сужу, что нет ни одного пространства. Ведь даже бессознательно мы строим и создаем, мы все связаны и оказываем глобальное влияние на другими. Согласны ли мы с этим, хотим ли мы этого или нет, на глубоком энергетическом уровне, через наши мысли. Эффект Махариши показывает именно это, как индивидуальная практика трансцендентальной медитации может оказывать значительное полутворческое и коллективное влияние на общество. Возможно ли, что благодаря такой медитации мы уже переживаем переход эволюции сознания, о котором Вернадский говорил еще в 1006 году, и что недостающим элементом для этого глобального изменения является медитация, которая не представляет собой ничего нового. Большинство естественных, наше состояние. Возможно, не случайно первые свидетельства о практике медитации датируются 5000 лет до нашей эры. Эти практики сохранились на протяжении тысячелетий и стали частью культуры независимых обществ и народов по всему миру в разные эпохи. О медитативных практиках цивилизации Инда найдено не так много подробностей, но немного позже веды успели завещать ценную информацию, что также привело к появлению эффекта Махариши. В ведических текстах существует еще множество описаний медитации древних. Например, они использовали священную мантру Гаятри, которую произносили 3 раза в день с многочисленными повторениями. Ритуалы древних египтян включали в себя визуализацию божественных фигур или сцен из потустороннего мира. В книге мертвых, служащей сборником ритуалов и заклинаний, описывается еще одна важная часть их практики – внимание к амулетам и символам, которые служили точками сосредоточения для медитации и защиты души. Особые позы и жесты усиливали медитативный эффект и помогали настроить тело и разум на состояние духовного осознания, готовность к чему-то к пути к себе. Хотя первые следы китайской культуры появляются почти в то же время, их древние тексты, такие как Цзин, фиксируют медитативные ритуалы, значительно отличающиеся от ритуалов Древнего Египта. Древние китайцы, например, понимали медитацию как состояние неподвижности. Даосы считали, что правильное дыхание и контроль над энергией ци необходимы для достижения гармонии и равновесия.
Они также описывали практику предсказания будущего путем подбрасывания монеты или палочки, после чего рисовали гексаграмму и толковали ее. В истории зафиксировано множество других интерпретаций и методов медитации, начиная с шаманских традиций и заканчивая современными религиями и философиями, в том числе молитвы, мантры и особые ритуалы. Последние часто включали в себя хвалебные песни, особые жесты и отвары различных растений, которые, как считалось, увеличивали жизненную силу и связь, со всеми уровнями бытия. Все это заложило прочный фундамент, на котором современный человек, чтобы продолжить и создать новую страницу в эволюции нас. Здесь, дальше в нашем развитии как вида, если хотите. По мере того, как мы передаем индивидуальное благополучие, удовольствие, наслаждение на коллектив. И коллектив такому. Пора уже перестать думать только о собственных задницах, так сказать, мягче, по-болгарски. Пора действительно заглянуть в окно соседа и дать то нужно нашему другу. Не просто так, а для того, чтобы мир стал лучше. Ведь если мы поможем тому, кто рядом с нами, завтра он сделает то же самое. Он сделает это со следующим. Следующий сделает это со следующим, и в какой-то момент мы не поймем, достаточно ли мы наступательны. На самом деле, насколько огромное влияние мы имеем в руках, не так ли? И если мы подумаем об этом и установим частоты любви, перемен, принятия, понимания, благодарности, вдохновения и воображения, это всегда рядом с нами, всегда, всегда, чтобы измениться в лучшую сторону. Я не думаю, что кто-то из нас хочет что-то изменить. Но как современный человек может добиться перемен на глобальном уровне? Все мы хорошо помним поговорку «птица не делает весну». Но весна начинается с первого пения птиц. И именно она возвещает о других когерентных излучателях, которые несут за собой смену сезона. Говоря иначе, все зависит от каждого из нас в отдельности, и каждый имеет значение. Каждая частота отражается в пространстве и соотносится с частотой всех других, причем со сверхсветовой скоростью. И то, как мы влияем, полностью зависит от частоты, которую мы излучаем. Напоминаю вам о 4-м законе существования. Что бы вы ни излучали, вы получите в ответ. Поэтому единственное, что я хотел бы вам посоветовать, это быть осторожными с тем, что вы передаете. Будьте внимательны к тому, что вы излучаете, даже к себе, к тому, что вы видите, к людям в повседневной жизни, на предметы, на животных. Следите за тем, что вы излучаете. Слово «излучение», жест — это излучение, брендинг — это излучение, действие — это излучение, взгляд — это излучение. Все — это вибрация, все есть энергия, и все возвращается как бумеранг в самое непредсказуемое время для нас. Я сам пережил это достаточно раз, чтобы... Я глубоко убежден в этом. Как и у радиоприемника, у каждого из нас есть разные диапазоны частот, которые играют роль различных радиоприемников. Например, во время повседневной деятельности и в состоянии, которое называется полным сознанием или аналитическим умом, мозг работает на бета-частотах. Когда мы находимся в состоянии стресса, его электрическую активность можно сравнить с плохо сыгранным оркестром. Во время медитации, однако, мозговые волны смещаются в сторону альфа и тета-частот, что приводит к более синхронизированным состояниям ума. В переводе на практический контекст эффекта Махариши это означает, что успокоение нас самих приводит к заметному улучшению эмоционального и психического состояния окружающих нас людей. Поворачивая свое тело, можно сказать, вовнутрь и за его пределы, существует квантовый мир молекул, атомов, кварков, лептонов, который представляет собой единое поле чистого и универсального сознания.
До недавнего времени существовали теории, согласно которым помимо частиц и сил, известных нам как гравитация, электромагнетизм, существуют и другие силы и частицы, которые взаимодействуют с нами только гравитационно и не оказывают никакого влияния на наше существование. Они при взаимодействии снова оказывают влияние, но идея заключается в том, что Марина Якоби в специальной серии, которую мы с ней делали, очень подробно и конкретно представила именно эту идею гравитационного и магнитного поля вокруг нас, вокруг изменения наших полей. Когда мы делаем новый выбор, мы печатаем новые кадры, так что смотрите эпизоды с нашей подругой Мариной Джакови, они чрезвычайно интересны, вне времени. Вы всегда можете включить их и наслаждаться ими, потому что она необыкновенный человек и... Вы сказали, что мы еще не снимали? Правильные расчеты доказывают, что наши отношения не только гравитационные, но и электромагнитные. Это значит, что вокруг нас существует целый неведомый мир. Легче всего представить его в виде света, который существует вокруг нас, от которого мы сами и самих себя. В этом освещенном мире существуют неизвестные механизмы, предметы и явления, которые находятся всего в нескольких герцах от нас. На этом уровне реальности качество пространства способны вобрать в себя необычные переживания. Оно не поддается теории причинно-следственных связей Эйнштейна. Другими словами, фантомный мир, все, что может произойти, происходит. Таким образом, вы можете влиять на вещи как в прошлом, так и в будущем, потому что и то, и другое одинаково иллюзорно. На практике и то, и другое не существует, поскольку все существует в одном времени, здесь и сейчас. Возможно, это звучит как сцена из научно-фантастического фильма. На самом деле, как я уже не раз говорил, это чистая математика. Как бы я ни не понимал математику, это чистая математика. Мир, который я вам описал, называется теорией суперструн. Ее понимание объединяет все частицы и фундаментальные силы в природе в одну теорию, моделируя их как колебания микроскопических суперсимметричных струн. Она считается одной из самых многообещающих доктрин квантовой гравитации. Она предполагает, что мы живем в пространстве, которое пересекают короткие пути, обеспечивающие мгновенную связь на огромных расстояниях, где время не является фактором. Если предположить, что на базовом уровне нашего существования мы все тесно связаны друг с другом, становится очень легко понять, как мы влияем друг на друга. И когда мы соединяемся с этим единым наполем, мы оживляем это единство. Именно в нас есть гармония и согласованность, согласие, общее в коллективном сознании всех нас. Вопрос, однако, который остается, как мы выбираем испытать этот единство, которое мы выбрали. Как мы выбираем, как ощутить это взаимодействие, это единство, этот чудесный сон, эту безупречную шахматную партию, эту радостную детскую игру света. Какой способ мы выбираем, чтобы испытать то, что мы выбрали? Поклон, спасибо, что снова были с нами. И это был эффект Махариши. До скорого. После этого пути назад уже нет. Вы принимаете красную таблетку, и история заканчивается. Вы просыпаетесь в своей постели и верите во все, что хотите. Вы принимаете синюю таблетку и попадаете в страну чудес. И я показываю вам, насколько глубока квери, дыра. Помните, все, что я вам предлагаю, правда. И ничего больше. Выбирайте сами. Что было бы, если бы мы пошли к морю, окунули ноги в воду и, прищурившись на горизонт, ждали, когда набегающая волна захлестнет нас по щиколотку? Что бы изменилось? Возможно, вы бы подняли плечи и ничего не сказали, ничего особенного. Для вас реальность останется прежней, такой, какой вы ее знаете.
Но что тогда будет с волной? Что изменилось бы, если бы вас не было рядом с ней? Если бы вы вообще никогда не ступали в море прямо сейчас? Если бы волны вообще не существовало? А что, если бы не существовало вас? Это заставляет нас задуматься, повлияло ли бы наше отсутствие на окружающую нас реальность. Нас? Имеет ли вообще смысл все, что мы делаем? Имеет ли это какое-либо значение для мира? Что именно меняет? И от кого это зависит? Будучи взаимосвязанной и взаимозависимой структурой, люди по всему миру постоянно взаимодействуют на самом глубоком уровне. Одними оказываются наши семьи, дети и родственники, другие наши друзья, коллеги или знакомые. Мы все живем вместе здесь и сейчас, взаимодействуя друг с другом, влияя друг на друга прямо или косвенно. Сейчас, сегодня, завтра, через 200 лет или когда угодно. Кажется, что все мы связаны в многоуровневую систему. Почему так? Что нас связывает? Севенинг задает вопросы. И если что-то случается с нами, с близким человеком или даже с незнакомцем, мы реагируем. Событие происходит сейчас, в этот момент, и оставляет след в вечности. Этот эффект также известен как эффект бабочки. Эмоции — это связующее звено между нами, которое имеет тенденцию передаваться другим людям. Они наполняют их и меняют человека на мгновение или даже навсегда в некоторых случаях и оказывать длительное воздействие в течение долгого времени. Известная цитата из Гая Юлия Цезаря: «Каждый сам творит свою судьбу». Мы понимаем, что это в какой-то степени правда, наблюдая за тем, как человек совершает те или иные действия, которые влекут за собой соответствующие последствия. Но это так до тех пор, пока мы не осознаем, что судьбы всех людей вместе взятых крепко переплетены в общую энергетическую паутину. Именно поэтому древнейшее событие может затронуть каждого из нас. Поэтично и красиво названный эффект бабочки ставит под сомнение основы реальности, в которой мы живем. Основы, которые сегодня мы собрались, чтобы исследовать вместе. Возможно, вы сталкивались с культовой фразой «раскаты грома» из рассказа писателя Рэя Брэдбери, которая своей оригинальностью представляет нам идею о том, как даже самое древнее и незначительное действие, совершенное где-то в прошлом главным героем рассказа, оказывает пагубное влияние на весь мир в будущем. Реальность теперь совершенно иная. Интересно, но почему все получилось именно так? В своей авантюре мистер Эклс с помощью машины времени отправляется в прошлое, чтобы выследить тираннозавра Рекса, но в процессе пренебрегает установленными приказами своего лидера и совершает роковую ошибку. Он совершил первый поступок, послуживший толчком к переменам. Этот заряд энергии дал начало переменам. Вернувшись в настоящее, главный герой истории, охваченный ужасом, понимает, что нечаянно наступил на прекрасную бабочку, из-за которой все в реальности идет наперекосяк. Настоящее уже не то и никогда не будет прежним. Несмотря на то, что эффект бабочки имеет форму вымышленного текста, помимо того, что он хорошо применим и часто используется в научной фантастике, корни этой теории можно найти вполне в реальной науке. В 1960-х годах, в период расцвета своей карьеры, известный американский математик, метеоролог и профессор Массачусетского технологического института по имени Эдвард Нортон Лоренц, определяя один из своих прогнозов, ввел в компьютерную программу несколько атмосферных координат, символизирующих погодные модели. Его целью было узнать, какие условия ожидают человечество в ближайшие несколько месяцев. И действительно, Лоренц получает некоторые ответы, но затем, как все хорошие ученые, решает на всякий случай запустить программу во второй раз. На этот раз Лоренц вводит данные об атмосфере не сначала, а с середины своей компьютерной программы. Когда через час он вернулся в лабораторию,
Результаты сильно отличались от тех, что были получены в начале. Оказалось, что прогноз уже был другим. Вышедшие из принтера цифры не имели ничего общего с предыдущими, говорит Лоренц. В ходе своего исследования он обнаружил, что разница между исходными данными и данными, введенными из окружающей среды, имеет расхождение после третьего знака после запятой. Что это значит? Оказывается, во время второго прогона компьютер немного по-другому округлил исходные данные, причем совсем незначительно. Тем не менее, такие незначительные корректировки мгновенно меняли будущие прогнозы. Ничто уже не было прежним. Короче говоря, при начальном числе 5,0 конечный результат оказался совершенно иным, чем при начальном числе 5,0. Таким образом, чувствительность к начальным условиям, о которой сообщил Лоренц, объясняет хаос в атмосфере и впоследствии легла в основу теории хаоса. Любая бабочка, хлопающая крыльями, может запустить цепную реакцию, которая на следующий день приведет к урагану на другом конце света. Эта цитата довольно четко объясняет идею хаоса. Хаоса, который на самом деле является непознаваемым порядком. В конце концов, Лоренц придумывает название для своего погодного примера, в котором на первое место ставится случайность или так называемый эффект бабочки. Интересно осознавать, что некоторые будущие события, такие как погода, с научной точки зрения могут не подчиняться правилам детерминизма, что они могут оставаться неизвестными для нас, пока мы физически не испытаем их. Что же тогда какая связь? Детерминизм или детерминация – это философская теория, вокруг которой объединились многие выдающиеся ученые, такие как Артур Шопенгауэр, Дьюит Хьюм, Томас Гоббс, Иммануил Кант и другие. Согласно этой теории, каждое событие, включая сознание и действия человека, причинно обусловлено непрерывным рядом предшествующих событий. Главным следствием детерминистской философии является то, что свобода воли человека – это просто иллюзия. Но такой истины не существует. Должны ли мы верить во все это, или же мы всегда ищем подтверждение своему неверию? Часто намерение, выбор и действия человека являются необратимым звеном причинно-следственной цепи и в то же время причиной необратимого эффекта или результата. Согласно теории детерминизма, существует непрерывная связь между событиями с момента зарождения Вселенной и до того момента, когда вы смотрите это видео. Вот только возникает интересный вопрос. Что такое это начало Вселенной и что такое этот момент, который вы смотрите? Для меня этот момент может быть одним, для вас другим. И так далее до бесконечности. Бывший «Не сталкиваемся ли мы все время с эффектом папируса? Разве все не предопределено? Или нет? Могли ли мы как-то изменить это? Влияем ли мы на судьбу окружающих и на свою собственную? Или все происходит определенным образом, и только мы сами вовлечены во всю эту шахматную игру?» Здесь интересно упомянуть мыслительный эксперимент под названием «Демон Лапласа». Он назван в честь его основателя, французского астронома и физика Пьера Симона Лапласа. Он гласит, что если демон, например, знает точное местоположение и движущую силу каждого атома, рассеянного по Вселенной, то их прошлые и будущие значения могут быть вычислены довольно точно. Иными словами, он, демон, как сверхъестественное существо, которое благодаря имеющейся у него информации может не только предсказать, что произойдет в будущем, но и знает начало всего, что существовало и существует. Представим, что события Вселенной — это бесконечный ряд, подобно блокам домино, поставленным в вертикальное положение так, что блоки падают один за другим, не прерываясь. Если следовать этой линии мысли, мы заметим, что падение каждого блока будет обусловлено падением предыдущего, образуя тем самым неразрывную причинно-следственную цепь. Отсюда следует, что, по его мнению, все предопределено от начала времен. Следовательно, судьба каждого из нас уже написана. Значит ли это, что в повествовании о Прибере главный герой Эклс действительно собирался наступить на бабочку и полностью изменить реальность? Или нет? Кто знает.
Согласно древнегреческому философу Лео Кипу, утверждавшему, что беспричинных событий не бывает, все происходит по причине и в силу необходимости, нужда как метафизический принцип полностью отрицала вероятность. Для своего времени теория детерминизма была особенно успешной, пока Вселенная представлялась исключительно в терминах классической механики и линейных причинно-следственных систем и связей. Однако позднее появление теории хаоса полностью опровергло применение этой логики. Квантовая механика и идея множественных вероятностей, поля вероятностей, облака вероятностей, существующих одновременно, готовых и ожидающих, когда мы примем решение, фактически вытесняет все эти линейные представления и позволяет взглянуть на ситуацию более широко. Теперь эта концепция начнет не только проникать в наши головы как возможность для принятия, применения и допущения в повседневной жизни, но и как нечто, дающее ответы на прошлые античные философии, документам, писаниям, раскрывающим и даже некоторые из самых известных, которые сохранились до наших дней. Мы начинаем по-другому относиться к ним, и оставив все это в стороне, мы начинаем снова как бы с нуля, но по-новому, чтобы ответить на главный вопрос. Способны ли мы найти себя? Предсказуемость. Может ли хлопанье крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе? 20 декабря 1972 года на 130-й конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне Эдвард Лоренс прочитал лекцию, в названии которой фигурировало слово «бабочка». Затем появилась так называемая бабочка Лоренца и, соответственно, эффект бабочки, который стал одной из самых удачных метафор теории хаоса. В своей лекции ученый делает метафорическое заявление, обращаясь к аудитории именно с этими словами. Может ли хлопанье крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе? Нет. Если подумать, разве хлопанье крыльев самого обычного существа способно вызвать такое метеорологическое явление, как торнадо, и оказать столь глобальное воздействие в любой точке земного шара? Конечно, с буквальной точки зрения это звучит практически невозможно. Или, возможно, только так считается. В своей лекции Лоренс говорит: что хлопанье крыльев миллионов других бабочек не может этого сделать. Не говоря уже о деятельности бесчисленного множества более крупных и сильных существ, включая наш собственный вид. Во-вторых, если хлопанье крыльев бабочки может быть инструментом для создания торнадо, то с таким же успехом оно может быть и инструментом для его предотвращения. В более общем смысле я бы предположил, что с годами мелкие помехи не увеличат, не уменьшать частоту возникновения различных погодных явлений, таких как торнадо. Максимум, что они могут сделать, это изменить последовательность их возникновения. Вопрос, который нас действительно интересует, заключается в том, могут ли они вообще это сделать, могут ли, например, две конкретные погодные ситуации, отличающиеся друг от друга не более чем непосредственным воздействием бабочки, обычно через достаточное время превращаются в две ситуации, отличающиеся друг от друга не более чем наличием торнадо. И связь между этим вопросом и нашей способностью предсказывать погоду очевидна. Но как бы мы ни поступали, я не знаю точно ни количества бабочек, ни их местонахождения, не говоря уже о том, какие из них порхают, прячась в каждый конкретный момент. И если ответ на наш вопрос положительный, то они точно предсказывают появление торнадо достаточно далеко в будущем. Если же нет, метеоролог хотел сказать нам, что небольшие изменения в реальности на любом уровне, действия и даже взаимодействия между людьми могут привести к непредсказуемым результатам в настоящий момент или в гипотетическом будущем.
Это похоже на процесс квантовой запутанности, когда две частицы в своем квантовом состоянии могут быть отделены друг от друга бесконечным расстоянием, но гипотетически, когда кто-то что-то делает с одной из них, другая реагирует. Где есть несовершенство, там есть и красота. Непредсказуемая природа времени, открытая Лоренцем более 6 лет назад, заложила основу для теории хаоса и открыла двери для многих математиков, философов и физиков. Но что именно должен представлять собой хаос? Давайте на минуту предположим, что мы можем вернуться в прошлое. По мнению многих ученых, мир, который мы знаем сегодня, не настолько аккуратен и упорядочен, чтобы можно было создать такую вещь. Если бы это было так, то идентичные события всегда приводили бы к одним и тем же закономерностям и побочным эффектам, а будущее было бы полностью предсказуемым и даже предрешенным. К счастью, теория хаоса утверждает прямо противоположное, что полное совпадение и чистая случайность невозможны. Мы существуем где-то посередине в мире, который на первый взгляд кажется случайным, но на самом деле управляется четко определенными правилами и законами. Если быть точным, то существует 8 принципов и 5 законов существования, которые мы уже много раз рассматривали и будем продолжать детализировать и погружаться в них, потому что только они дают нам вечность и бесконечность самой жизни. Согласно теории хаоса, даже самые незначительные изменения в этом мире могут привести к радикальным последствиям в будущем. Вопрос не в том, в каком будущем, а в каком-то другом месте и времени. По своей сути теория хаоса — это математический аппарат, который работает на основе поведения определенных динамических систем и который описывает явление, известное как хаос, или как термин «чувствительность к начальным условиям». Уже до 70-х годов Лоренц определил ее ключевой механизм, отметив странное свойство — повторение или построение траектории с течением времени. Любые две точки, расположенные близко друг к другу, приводят к их разделению. По сути, хаос — это наука о неопределенности, нелинейности и непредсказуемости. В то время как большинство научных областей имеют дело с якобы предсказуемыми явлениями, такими как гравитация, электричество или химические реакции, теория хаоса демонстрирует фактическую невозможность предсказать или контролировать такие явления, как турбулентность, погода, экономика или даже состояние мозга. Эти явления часто описываются с помощью знакомой нам фрактальной математики, которая отражает бесконечную сложность природы. Почти все известные нам природные объекты обладают этими фрактальными свойствами, включая облака, деревья, реки, а многие структуры, в которых мы живем, демонстрируют сложное и хаотичное поведение, хаотичное для нас. С другой стороны, восприятие нашего мира как хаотического и фрактального дает нам возможность по-новому понять и изучить его. Хаос — это совсем не тот беспорядок, о котором мы думаем. Он исследует переходы между порядком и беспорядком, которые часто происходят удивительным и поразительным образом. Возьмем, к примеру, снежинки. Структурно они представляют собой сложные геометрические фигуры, содержащие внутри себя такие же структуры, но в гораздо более масштабном виде. Они, в свою очередь, строятся из таких же структур и так далее, получается фрактальная последовательность. По сути, это означает, что сама структура объекта постоянно повторяется во все меньших и меньших версиях самого себя, подобно принципу голограммы. Часть содержит целое, а целое содержится в части. Подобные структуры можно обнаружить во взрывах звезд, деревьях и даже в нашем собственном теле. Многие ученые пытаются понять, что происходит, когда система переходит от точки стабильности к хаосу, ведь хаос обычно означает бесконечную нестабильность. Однако невозможно, чтобы что-то было бесконечным и конечным и при этом оставалось абсолютно стабильным. Оно всегда движется, оно всегда вибрирует, оно всегда колеблется и готово измениться в любой момент. Таким образом, если мы применим принцип, согласно которому часть содержит целое, а целое содержится в части, то мы сами всегда меняемся, мы сами никогда не можем оставаться на одном месте. Если кто-то говорит вам, что этот человек остался на прежнем месте, то с его точки зрения это означает, что он видит те фильтры, те убеждения, которые он еще не исправил в себе, и проецирует это на человека, которого встречает, и видит только те негативные характеристики, не будем их называть.
Это не значит, что человек, его тело, процессы внутри него, автоматизированный мозг, клетки, они не меняются постоянно. Они меняются от 10 до 44 раза в секунду. Классический пример этого – двойное Махао. Обычный Махао, как представляют себе старые настенные часы, имеет довольно спокойную траекторию, без больших изменений в скорости. Но если добавить второй маятник в конце первого, вы обнаружите, что траектория колебаний двойного маятника становится все более неустойчивой. Движения этого странного маятника уже никогда не будут предсказуемыми из-за его огромной чувствительности к начальным условиям системы. Чтобы предсказать, куда он двинется, нужно также знать его начальную точку со стопроцентной уверенностью, а это просто невозможно, поскольку она может существовать и существует в тысячах мест одновременно. Фракталы — это бесконечные узоры, которые создаются путем многократного повторения одного и того же, казалось бы, довольно простого математического процесса, запущенного в непрерывный цикл. Движимые рекурсией, детерминацией через себя, фракталы представляют собой репрезентации динамических систем, то есть как образы порядка, который неизвестен. Важно пояснить, что закономерности в хаосе кажутся скрытыми, поскольку они чрезвычайно чувствительны к любым, даже самым незначительным изменениям. Это означает, что внешне похожие, но не идентичные ситуации могут привести к совершенно разным результатам. Иными словами, в хаотическом мире последствия могут быть совершенно несоизмеримы с их причинами. Хотя эти правила заданы, точнее детерминированы, будущее в долгосрочной перспективе непредсказуемо. Почему? Не потому, что мы сами его создаем, а потому, что существует множество вероятностей, и мы не можем сосредоточиться на одной конкретной и настаивать на том, что именно она произойдет. Не потому, что нет возможности, чтобы это произошло, а потому, что мы сами меняемся каждый момент, и если завтра мы решим применить немного другой подход к тому или иному действию, желанию или мечте, которые мы запланировали, то, естественно, все сложится немного иначе, и именно поэтому 8-й принцип гласит, что фокус определяет характер результата, но не определяет сам результат. Да, в фокусе, в выборе, в акте мышления кроется секрет нашего существования и тайна сознательного создания нашей реальности, но в фокусе, помимо этого, кроется еще и такая истина. У нас есть характер результата, он определяет потенциальное поле вероятностей, которое вращается вокруг результата. Но будет ли яблоко в итоге 54% сладости или 27% сладости, в конечном итоге это не имеет большого значения. Главное, что мы пожелали яблоко, оно перед нами, и мы можем им наслаждаться. Абсолютно так же мы не можем обладать всей информацией о прошлом, а только знанием Кундаса и даже будущих ситуаций. Более того, гипотетическое путешествие в прошлое не поможет нам восстановить информацию из прошлого, потому что даже при гипотетическом путешествии в прошлое хаотическая система работает и приводит к непредсказуемым последствиям. Ведь, как мы уже неоднократно говорили, при возможном возвращении назад мы возвращаемся в другое прошлое. Оно уже изменилось. Именно по этой причине вы не можете вернуться в прошлое, чтобы убить своего дедушку, а сами никогда не родиться, не иметь отца и так далее. Потому что, когда вы возвращаетесь назад, знаменитый парадокс, известный как парадокс дедушки, это уже не ваш дедушка. Перестаньте думать об этом в таком ключе. Хотя эффект бабочки — это классическая поэтическая метафора, которая очень хорошо иллюстрирует теорию хаоса, хаотическая динамика проявляется в нашей реальности повсюду. В том числе, скажем, в росте популяции бурых медведей, носорогов или вращении лун Юпитера. Поскольку хаос так чувствителен к малым изменениям, существует почти бесконечное количество способов следовать законам и правилам природы, и нам нужно знать невероятное количество деталей о настоящем и прошлом, чтобы определить, как будет развиваться мир. Существует ли? Эффект папируса действительно существует. За неимением гвоздя подкова была потеряна. За неимением обуви потерялась лошадь. За неимением лошади был потерян всадник. Из-за отсутствия всадника была проиграна битва. За неимением битвы было потеряно королевство. И все из-за отсутствия гвоздя в подкове. Бенджамин Франклин.
Итак, поскольку мы не можем знать абсолютно все начальные условия сложной, назовем ее системой, с достаточной степенью детализации и конкретики, мы не можем надеяться предсказать или хотя бы спрогнозировать конечную судьбу этой самой системы. Мы можем смотреть на вероятности, можем смотреть на близкие параллельные реальности, которые, однако, обязательно будут хоть в чем-то отличаться от конечного результата. Например, результаты исследований в области квантовой физики, которые проводились в Национальной лаборатории Лос-Альмоса, показали, что так называемый эффект бабочки преодолим в квантовой механике. Мы говорим исключительно с точки зрения научной физики. Там можно воссоздать события из недавнего прошлого, что фактически означает обращение хода времени вспять. Это довольно спорный момент, и научная работа, опубликованная около года назад в журнале Fiscal Review Letters, показывает, что нет никаких веских доказательств существования эффекта бабочки в квантовой механике. По мнению авторов этой научной работы, простой мысленный эксперимент по восстановлению информации из прошлого с помощью обратного хода времени должен привести к точно такому же эффекту бабочки, как в знаменитом рассказе Рэя Брэдбари «И громе на гром». Но практические эксперименты, проведенные около года назад с использованием квантового компьютера, показали, что в квантовом мире эффект бабочки противоположен. Сильная запутанность в квантовом смысле означает, что в системе с самого начала существовали устойчивые квантовые зависимости между отдельными ее компонентами. Однако то, что кажется нам хаосом, в котором не видно порядка, имеет определенный порядок, скрытый порядок. Именно поэтому самое простое определение хаоса, к которому мы пришли, гласит: хаос — это просто непознанный порядок. И каждый раз, когда мы думаем о каком-то хаосе и слышим это слово, мы думаем, вероятно, о каком-то хаосе в космосе или о черных дырах, сталкивающихся с планетами, с целыми звездными системами. Но на самом деле хаос может быть адаптирован к нашей земной повседневной перспективе. Мы сами можем находиться в состоянии хаоса исключительно тогда, когда мы направлены и не можем сфокусировать свои мысли. Это мы определяем как хаос. Этот хаос, помните, является непризнанным порядком. Если мы чувствуем себя в хаосе и не можем упорядочить свою жизнь и происходящее с нами в данный момент, не можем найти свое место, значит, параллельно существует порядок, но мы сами либо не желаем принимать данную ситуацию, чтобы узнать этот порядок, либо вообще мы сознательно манипулируем, сдерживаем себя и хотим, чтобы все оставалось так, как было. Простите, но иногда наступает момент, когда нам придется делать вещи, которые поначалу не очень приятны, но вера в то, что мы меняемся ради всех, ради действительно более прекрасного мира, должна не только успокоить нас и дать нам комфорт, но и создать те прочные связи между нами и всеми остальными. Давайте начнем, как я уже говорил в последнем эффекте, думать немного шире, немного дальше от нашего собственного ковра. Если мы представим, что есть один мир, в котором бабочки машут крыльями, и другой, в котором они не машут, то это небольшое различие будет означать, что торнадо будут только в одном мире. В каком мире мы предпочитаем жить? Похожий мотив есть в фильме «Матрица». Есть еще один сложный фактор квантовой запутанности. Это, по-видимому, человеческое мышление. Этот акт мышления, этот выбор, это шоссе, каким вы его знаете по нашим эпизодам, вместе оказывается ключ ко всему вокруг нас. Потому что Вселенная оказывается голографической проекцией, несмотря ни на что. Мы даже с помощью одной мысли способны изменить реальность, повернуть ход событий вспять. Да, мысли могут быть хаотичными, каждая следующая мысль порождает другую, еще одну, и так до бесконечности. Но как энергетическая структура мысли обладают способностью формировать реальность. Ведь если бы мистер Эклс из повествования Брэда Борисипеша подумал, что, уделив внимание какому-то секунданту, он изменит будущее президентских выборов в США, он мог бы быть более осторожным. И, вернувшись в свое собственное время, реальность для него снова станет другой. Этот пример доказывает, что эффект бабочки работает и может проявляться даже в мыслях.
Анима не сталкивается с эффектом бабочки в каждый осознанный момент нашей жизни. После этого уже нет пути назад. Вы принимаете красную таблетку, и история заканчивается. Вы просыпаетесь в своей постели и верите во все, что хотите. Вы принимаете синюю таблетку и попадаете в страну чудес. И я покажу вам, насколько глубока кроличья нора. Помните, все, что я вам предлагаю, правда. И ничего больше. Выбирайте сами. Поклонитесь и поблагодарите за то, что вы снова с нами в очень захватывающем эпизоде, который побуждает нас продолжать искать глубже внутри себя, вне себя, вокруг себя, везде, с нами. Спасибо, что решили постоянно возвращаться и поддерживать то, что мы делаем. Для нас это огромное удовольствие. Воистину, это воплощение мечты. Вы можете видеть, что интерьер немного изменился. По сути, это первый эпизод, который мы сняли в нашей новой студии, над которой мы очень старались. Впереди нас ждет много действительно интересных событий. Дайте нам знать в комментариях ниже, какие темы вы хотите, чтобы мы освещали в дальнейшем. В следующие несколько мгновений настоящего времени до конца этой мини-серии остается еще один эффект. Будьте очень здоровы. Увидимся через минуту. Спасибо. Как бы вы себя чувствовали, если бы знали, что у вас есть все время в мире с момента возникновения Вселенной и до конца вечности? И если бы в этом гармоничном состоянии вы могли наблюдать все события, которые уже произошли, происходят и будут происходить? Бесконечность постоянно проявляющихся возможностей. Как короли времени. Если представить прошлое, настоящее и будущее как череду событий в линейной последовательности, над которой мы обладаем абсолютной властью, то мы сможем спокойно выбирать, в какую временную шкалу отправиться, какое место или историческое событие посетить, каких людей встретить, а каких избегать, с какой реальностью столкнуться, зная, чего ожидать в каждый момент. Ну, а при таком порядке мыслей для нас все будет выглядеть точно так же, как если бы ничего и никогда не менялось. Реальность, в каком бы настоящем, прошлом или будущем моменте мы ни находились. Например, мы находимся, остается такой, какой она была всегда. Только подумайте, как много нового вы можете узнать из всего этого. Но так ли это на самом деле? Неужели наша жизнь, каждый момент, каждое событие, которое мы переживаем и переживаем прямо сейчас, предопределены какими-то высшими силами? И нет, не существует возможности пережить что-то по-другому, изменить это, даже если мы просто посмотрим на это другими глазами, под другим углом. Если это так, то, очевидно, мы ни над чем не властны. Но даже для меня, если учесть, что мы можем и вполне способны влиять на реальность одним лишь своим присутствием, то, возможно, есть доказательство того, что даже если мы находимся в роли спонтанного наблюдателя, как таковые мы несем изменения, мы являемся катализатором. Мы, дорогие друзья, несем перемены. Перемены возможны. Эффект, способный перевернуть целые миры. Реальная симуляция или квантовая реальность? Что же такое реальность? Что реально, а что нет? Как мы можем сказать об этом? Как мы можем доказать, что что-то есть здесь или что что-то есть там? Может быть, протянув руку и прикоснувшись к нему, попробовав его на вкус или почувствовав его запах, или даже просто взглянув на него и глядя на него сказать «это есть, я уверен, что оно там». Но разве это не вопрос перспективы? Давайте представим, что в хороший солнечный день мы сидим за чашечкой кофе и, наслаждаясь общением с самим собой, наблюдаем за большими группами людей, постоянно проходящих мимо и вокруг нас. Если бы хоть часть из них знала, что за ними наблюдают, они должны были бы начать вести себя не так, как обычно. В то время как для тех, кто об этом не подозревает, мы остаемся незамеченными, а их состояние остается в прежнем состоянии. Однако, сколько бы мы ни наблюдали за толпой людей, кажется, что в реальности ничего существенного не меняется как для нас, так и для них. На самом деле, глядя на любой объект в окружающем нас мире, мы остаемся в убеждении, что он, этот конкретный объект, остается тем же самым, независимо от того, где мы находимся, когда мы его наблюдаем или как мы его наблюдаем. Таким образом, утверждение о том, что время и способ наблюдения за объектами меняют их внешний вид
или свойство, возможно, звучит парадоксально. Можно даже сказать, что в нашей повседневной жизни оно звучит абсурдно. Является ли это доказательством того, что мы живем в симулированной реальности, где все неизменно и одинаково? Это вопрос, на который и по сей день многие ученые и философы не могут дать исчерпывающего ответа. Если они не могут, сможем ли мы? Похожая идея обыгрывается в фильме «Матрица», где в далеком постапокалиптическом будущем все люди порабощены передовыми машинами, контролирующими их сознание, в то время как они переживают общую виртуальную реальность. Согласно этой линии мысли, их общий опыт будет контролироваться машинами, наблюдающими за ними. Для них жизнь и все объекты в этой виртуальной среде будут казаться неподвижными, неподверженными изменениям. Но если бы эти люди знали, что за ними наблюдают, осталась бы их реальность прежней. Я относил этот пример к нашей реальности, но, похоже, это относится и к нам. Наблюдают ли за нами, и если да, то кто в этом виноват? Я оставляю этот мысленный пример на ваше усмотрение. Добро пожаловать в реальный мир. Одним из способов проверки этой гипотезы является поиск проблем или аномалий в ткани времени и самой реальности, которые могли бы раскрыть цифровую природу окружающего нас мира и Вселенной. Все вокруг нас — это нули и единицы, двоичный код. Существует отрасль науки, которая занимается изучением поведения реальности в самых древних масштабах, и это квантовая механика, которая объясняет эффект наблюдателя, гласящий, что акт наблюдения за объектом влияет на его поведение или в эксперименте на его конечный результат. Другими словами, становится ясно, что реальность не фиксирована, пока мы не измерим ее своими глазами. Подобно эффекту бабочки, когда каждое небольшое действие может способствовать иному проявлению реальности, квантовая запутанность, в свою очередь, представляет собой явление, когда группа частиц, соприкасавшихся друг с другом, сохраняет связь между собой на бесконечно больших расстояниях. То есть, когда на одну из частиц оказывается какое-то воздействие, например, наблюдение, соответствующее изменение наблюдается и в других частицах. Значит ли это, что, глядя на меня сейчас, вы влияете на меня и изменяете меня, даже если не осознаете этого? Даже если я не вижу вас в точности? Конечно же, да. И тот факт, что вы это делаете, меняет реальность как для вас, так и для меня. Отражение отражений мы создаем. И как наблюдатели, как некоторые экспериментаторы, мы не совсем точно доказали этот эффект, что мы глубоко взаимосвязаны с невидимыми квантовыми нитями. Давайте вспомним эксперимент английского ученого Томаса Янга с двойной щелью, впервые проведенный в 1803 году, с помощью которого ученый хотел продемонстрировать в качестве подтверждения, что свет — это волна, а не просто поток частиц, фотонов. В этом эксперименте эффект наблюдателя сработал бы в следующем случае. Если наблюдателя нет, электроны, проходящие через две щели, ведут себя как волны. Однако, когда появляется наблюдатель и пытается определить, через какую из щелей прошли электроны, они начинают вести себя как частицы. Вопрос о том, как электрон узнает, что за ним наблюдают, по изменению своего поведения, кажется абсурдным, но с точки зрения квантовой механики элементарные частицы настолько микроскопичны, что практически любые измерительные приборы неизбежно влияют на них и их так называемое поведение. Чтобы наблюдать за электроном, необходимо осветить его, то есть направить на него поток света, фотонов. Это наименьшее влияние, которое можно оказать на данный электрон. Фотоны взаимодействуют с ним и неизбежно изменяют его характеристики. Чем точнее измерение, тем сильнее будет изменение электрона. Изменения происходят благодаря именно такой силе воздействия. Вот почему электроны начинают вести себя по-другому во время наблюдения. Такое же поведение наблюдается и у других элементарных частиц.
Акт наблюдения, выбор, фокусировка буквально обрушивают волновую функцию электронов и заставляют их выбирать одно из двух состояний. Эффект наблюдателя, помимо влияния на элементарные частицы, заставляет нас задуматься о природе реальности и о том, может ли она существовать независимо от наших наблюдений. Если это невозможно, то кто или что определяет это как реальность? В этом русле также неплохо спросить, существуют ли более высокие уровни наблюдения, чем наш собственный, которые, в свою очередь, определяют результаты наших экспериментов по наблюдению. И если да, значит ли это, что мы действительно живем в крупномасштабной симуляции? Сам факт того, что мы здесь наблюдаем за реальностью, мы измеряем ее, мы изменяем состояние каждого объекта на квантовом уровне. В качестве примера можно привести чувства, которые мы испытываем, и эмоции, которые мы выражаем по отношению к человеку. В своей основе они представляют собой энергию. Чем больше энергии, любви и сострадания мы чувствуем, направляем и излучаем, конечно же, по отношению к кому-то, чем больше мы сопереживаем и преданы этому человеку, тем интенсивнее он будет реагировать. Пострадавший не только почувствует и ответит на наши ласки, намерения и поведение, но, что еще важнее, мы повлияем на него, и он изменится, изменит свою энергию бытия, иногда ненадолго, иногда надолго, или на всю жизнь. Теперь этот человек будет жить в новой реальности. Похоже, что окружающая нас реальность – это запутанный квантовый суп, собрание энергетических полей и вакуумных флуктуаций каждого из нас и всего, что нас окружает, устроенное таким образом, что мы никак не можем предотвратить свое влияние на него и окружающие нас объекты. В ожидании нас этот квантовый суп ждет, когда мы сделаем выбор. Ожидание. Нас с нашей ложкой, чтобы зачерпнуть и попробовать на вкус. На уровне микрокосма каждое наше наблюдение или измерение полностью меняет всю квантовую систему. Как следствие, если мы соединим открытие квантовой физики и то, как ученые выражают себя, и то, что они открывают, с древними учениями Гермеса, с схематическими принципами, с узуальными принципами жизни, мы обнаружим, что то, что выше, находится внизу. Библия находится как на небе, так и на земле, но то, что внизу, находится вверху. Как в энергетическом мире, так и в физическом. Как в микрокосме, так и в макрокосме. Где же мы находимся, спросите вы? Конечно же, в обоих. Мы сами являемся обеими полярностями, и мы можем видеть их проявления, мы можем видеть их выражения, мы можем найти себя в каждой детали вокруг нас. Почему? Потому что мы сами их создаем. Стремление любого действия мысли, намерения проявляется одновременно с его полярностью, и только фокус, выбор определяет природу результата. Если фокуса нет, все остается возможным. Давно я не говорил о 8-м принципе, а ведь он является точкой опоры. Тот принцип, который объединяет все остальные 7 и известен как закон, который не знают. Почему он известен как закон, который не знают? Да потому что мы не можем практически узнать его, пока не испытаем на себе, что бы мы ни задумали. Как только мы начинаем думать об этом, стремиться к этому, проявляется полярность не делать этого, сдаться, сопротивляться, сомнения. Мы собираемся смонтировать видео, мы собираемся что-то исследовать, искать работу в интернете. Падает бушон, вырубает наш интернет. Мы звоним поставщикам, они говорят, что сегодня в отпуске и не смогут починить. Это проверка нас самих, готовы ли мы и дальше следовать выбранному пути. И выборы, какие мы действительно готовы сделать, и завернуться в материальную оболочку, потому что они уже существуют в виде битов информации в пространстве. Самым большим прорывом в физике, который мы знаем на сегодняшний день, стало открытие того, что пустое пространство, независимо от того, куда мы хотим посмотреть, на самом деле не является абсолютно пустым. Напротив, все пространство вокруг нас, даже в космосе, заполнено энергетическими полями, или, говоря по-другому, полями.
Эти поля являются неотъемлемой частью самого пространства, реальности. Другими словами, квантовые поля — это одна из тех вещей, которые что-то создают, мерцают, а человеческий разум переводит их в более удобную для него форму, которой он может воспользоваться. Каждому полю соответствует свой вид частиц. Раздел физики, занимающийся квантовой теорией поля, изучает поведение квантовых систем с бесчисленным множеством степеней свободы, а также поведение микрочастиц, их взаимодействие и превращение в материи. Именно благодаря взаимодействию элементарных частиц в этих полях возникают колебания, которые сегодня мы привыкли определять как энергию. Но что такое энергия? Способность системы изменяться. Мы все говорим об энергии. Повсюду в этих кругах вы увидите, как все говорят о Вселенной и энергии. Но как часто мы задумываемся о том, что же на самом деле означает сама энергия. Мы говорим «жизнь», «сила созидания», «стремление к совершенству», то, что движет миром и жизнью. Но что такое сама энергия? Способность системы меняться в этой плоскости мыслей и в этом порядке? Останавливаемся ли мы когда-нибудь, чтобы измениться? Возможно ли для нас оставаться прежними? Возможно ли не меняться? В 1948 году голландский ученый Хендрик Казимир предсказал существование сил притяжения между элементарными частицами. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, ученый провел пипипактиксе-эксипекмент, который впоследствии получил его имя – эффект Казимира. Он наблюдал этот эффект в условиях вакуума, поместив две металлические пластины на очень маленькое расстояние друг от друга, несколько нанометров, и ожидая, что произойдет. Во время эксперимента не действуют никакие внешние силы, никаких толчков, притяжений или присутствия гравитации. Из-за микроскопических расстояний два объекта начали сближаться друг с другом. После этого эксперимента ученый обнаружил, что физический вакуум не является абсолютно пустым, как считалось ранее. В нем постоянно образуются частицы, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Причина этого – неисчерпаемый источник энергии, вибрации, который находится в самом вакууме, то есть в ткани, ядре реальности. Это исследование показывает, что квантовые явления, такие как эффект Казимира, могут проявляться в жизни каждого из нас поистине удивительным образом. Более того, оно подтверждает, что квантовый уровень реальности, даже если его нельзя виртуально увидеть или потрогать, существует. Он существует. Один из уроков квантового мира заключается в том, что частицы, такие как электроны, фотоны, нейтроны и другие, на самом деле не являются тем, чем мы их считаем. Напротив, каждая из частиц, которые мы видим в природе, на самом деле является лишь частью гораздо более крупной и масштабной сущности. Эти более крупные сущности известны как квантовые поля. Поля пронизывают каждую частицу пространства и времени во Вселенной так же, как сливочное и оливковое масло пронизывают кусок хлеба. Оказывается, не существует такого понятия, как абсолютный вакуум, то есть пустое пространство. Кажется, куда бы мы ни отправились, как бы далеко ни ушли, вокруг нас всегда будут вибрирующие квантовые поля. Если, скажем, взять коробку и вынуть из нее всю материю, вплоть до мельчайших частиц, коробка все равно будет заполнена ими. Напротив, он не будет пустым, а поскольку эти поля всегда вибрируют, даже если они изолированы, это означает, что ящик наполнен невидимой энергией. Энергией, известной также как энергия нулевой точки. Многие ученые экспериментально доказали, что нулевая энергия вполне реальна, но поскольку это самая слабая, самая низкая энергия, существующая в реальности, ее невозможно удалить. Она существует практически вокруг нас, во всей Вселенной. Другими словами, это энергия источника. Еще один знаменитый эксперимент, изучающий ткань реальности – код Шрёдингера, который всегда интриговал многих исследователей.
Мыслительный эксперимент с котом был предложен в 1935 году австрийским физиком и теоретиком Эрвином Шрёдингером, который стремился доказать, что даже квантовая механика является неполной и не полностью описывает структуру реальности. В данном случае эксперимент выглядит так. Кошку запирают в стальной ящик вместе со смертоносным механизмом, который активируется при распаде находящегося в нем радиоактивного атома. Если бы атом распался в течение часа, то механизм сработал бы, и кот умрет. Но с другой стороны, существует некоторая, пусть небольшая, но вероятность того, что через час атом не распадется, и тогда кот останется жив. Фактически из этого теста следует вывод, что мы сами, как наблюдатели, решаем, ребята, решаем, жив кот Шрёдингера или мертв, только тогда, когда открываем кутикулу. И здесь есть очень красивый подтекст. Только когда мы открываем коти, только в присутствии действия, только когда действие совершается, мы можем быть сознательными творцами реальности, сознательными искателями и строить реальности. До сих пор кошка, подобно радиоактивному атому, существует в обоих состояниях одновременно. Она и жива, и мертва одновременно. Отсюда вывод, и если вы слышали знакомую фразу «мы умираем и рождаемся каждую минуту». Здесь почему? На первый взгляд это звучит довольно нелепо и парадоксально, но в квантовой механике это обычное явление, когда физическая система находится в нескольких квантовых состояниях одновременно. Такие состояния называются и известны как суперпозиции. То есть в отсутствие наблюдателя кот, покорно сидящий в кошачьем туалете, находится в суперпозиции состояний живого и мертвого, точно так же, как электрон из описанного выше эксперимента с двумя щелями может проходить через них одновременно. Но если в дело вмешивается наблюдатель и физически воздействует на систему, то кошка или электрон перейдут в одно конкретное состояние. Таким образом, на микроуровне сам факт вмешательства, выбора, я подчеркиваю, выбора, заставляет объект выбрать то или иное состояние. Суперпозиция – это фундаментальный принцип квантовой механики, который позволяет квантовым системам существовать в нескольких состояниях одновременно. Парадокс Шрёдингера наглядно демонстрирует, насколько странным и нелогичным может быть это явление, если применить его к объекту в нашей повседневной жизни. Из него ясно, что при определенном наблюдении суперпозиция разрушается, и система принимает только одно из бесчисленных возможных состояний в реальности. В случае с котом Шрёдингера, когда мы открываем коробку, он либо жив, либо мертв, но это не происходит одновременно. Аналогичные случаи мы можем наблюдать и с тканью реальности. Возьмем для примера временные линии. Что такое время? Существует ли оно на самом деле? Или это просто плод человеческого воображения? Интерпретация нашего мозга, которая позволяет нам, сторонним наблюдателям, объяснить цикличность фундаментальных явлений, таких как вращение Земли вокруг своей оси, вызывающее эффект дня и ночи. Или опять же смена времен года, а также рост и развитие биологических организмов. С точки зрения квантовой механики, в ткани реальности время находится в суперпозиции, то есть существует бесчисленное множество возможных версий реальности, бесчисленное множество прошлых, настоящих и будущих, которые проявлялись, проявляются сейчас и будут проявляться. Но для нас, для меня и для вас может существовать и существует только одно время, то время, в котором мы выбираем быть. Та реальность, на которой мы наиболее сосредоточены. Отсюда фраза «человек сам выбирает свою реальность, выбирая переживать определенные состояния». В этом ключе, с точки зрения суперпозиции, для нас, наблюдателей нашей собственной реальности, существует только один неинвариант. Тогда возникает вопрос, можем ли мы называть ее дуальной? И если ответ положительный, как знать, какую из этих двух дуальностей выбрать? Какая из них наиболее приемлема для нас? Разве не мы взаимодействуем с ней,
наделяя ее действием и притягивая то, что мы думаем, через призму наших собственных утверждений и наблюдений, как энергии, имеющие подобную квантовую структуру мысли, также влияют на нас. Причем влияние это столь же сильно, как и само наблюдение. Именно мысли и наши действия определяют нашу жизнь, нашу реальность. Неважно, выбираем ли мы скрывать это или открытую. Смысл жизни как раз и заключается в том, чтобы создавать реальность, исследовать ее, наблюдать за тем, какую задачу мы для себя выбрали, и переживать ее, внося изменения благодаря собственной уникальности. И наш выбор в каждый момент времени, который отличаются друг от друга, помимо того, что они уникальны, также необычайно прекрасны, потому что они дают сигналы к источнику этого конкретного невежества, этого конкретного ограничения. Какой путь он выберет и что произойдет дальше, для источника остается неясным. Ведь даже зная все, остается, что я не знаю, что такое не знать. Что это за незнание? Так мы становимся сознательными творцами с безграничными возможностями. Мы должны напоминать себе, что все переживания реальности являются следствием наших мыслей и действий. Кроме того, необходимо выбрать направление движения, направление наружу или направление внутрь. С этой точки зрения мы имеем доступ к неограниченному потенциалу всей Вселенной, что является живым доказательством того, что наши мысли, наши наблюдения и мы сами определяем целое. Мы — это все то, что мы описываем как реальность. Именно мы сами влияем на все, что мы хотели бы видеть, и, возможно, будет реализованным миром. Даже если вначале все начинается как иллюзорный мир, в основе всего этого лежит эффект наблюдателя, и мы сами являемся наблюдателями своей собственной жизни. Если мы осознаем, что на самом деле влияем на всех и вся, то случайное или нечаянное приветствие соседа, отсутствие интернета сегодня или легкий изгиб лодыжки завтра перестанут быть случайными событиями. Они будут подмигивать нам, чтобы мы исправили что-то в себе. Что у нас есть возможность стать лучшими искателями и исследователями. И там есть что-то более глубокое, скрытое от нас, ждущее, когда мы откроем его, как в эксперименте с ящиком из кота Шрёдингера, как ящик Пандоры, готовые увидеть свой собственный сюрприз, поданный на тарелке. Поклоны и спасибо за то, что вы снова с нами и в этой части с этим эффектом. На этом мы завершаем наш фильм и серию эффектов. Мы рассмотрели эффект Манделы, эффект Махариши, эффект бабочки, а сегодня мы завершаем серию эффектом наблюдателя. Спасибо, что следили за этими эффектами весь месяц, и я надеюсь, что этот набор из них останется с вами как еще одно. Еще одно напоминание о наших собственных возможностях, о том, куда мы можем двигаться и движемся, осознаем мы это или нет, и о том, каковы наши истинные устремления, когда мы осознаем все это. Спасибо. Предлагайте темы для будущих выпусков, как всегда, ниже в описании. Это огромное удовольствие, правда. Спасибо вам за то, что воплотили мои мечты в жизнь, и спасибо всем, кто вы возвращаетесь к нам, и у нас есть возможность постоянно совершенствовать то, что мы делаем, чтобы снова сделать это лучше для всех вас, и таким образом вместе создать действительно более вдохновляющий, более благородный, более замечательный и более красивый мир. За меня честь.